Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики! В этом видео будет мой полет на Airbus A321 Аэрофлота из Москвы в Стамбул, из Стамбула в Мюнхен на Boeing 737-800 Turkish Airlines. Ну, погнали! В аэропорту я был за 2,5 часа до вылета. Вылетаю из терминала С, потому что сейчас все международные рейсы выполняются оттуда. В терминале С мне нравится большое табло вылета, а также вот такая крутая инсталляция в виде земного шара. На стойке регистрации Sky Priority работала только одна стойка. В итоге нас пригласили на стойку бизнес-класса. Дальше таможня. Проходил через зеленый коридор. Подумал, что никогда не проходил через красный. Дальше контроль безопасности. Работали несколько линий, но была небольшая очередь. Дальше паспортный контроль. Если вам 18+, и у вас загранпаспорт 75 серии и выше, вы можете пройти через автоматические кабинки и не получить штамп в паспорт. По желанию, штамп в паспорт все-таки может быть поставлен. На моей любимой спотерской площадке стоял только 1.330. Как-то пусто утром. Ну и после всех контролев появляется рай. Большой магазин Duty Free с ценами примерно в 3 раза дороже, чем в городе. Задаю этот вопрос уже 3-й раз в своих видео. Кто это все покупает? Мы решили позавтракать в ресторане Новиков. Пока я жду мои сырники, пойду понаблюдаю за самолетами. Но перед этим хочу показать то, что у эскалатора спуска на нижний этаж висит такой же шар, который висит и на входе. Переходим к споттингу самолетов. Стоит А330 Аэрофлота, прилетевший из Шарм-эль-Шейха. За ним А350 Аэрофлоты, названный в честь поэта Андрея Дементьева. Ну а за ним гигант 777-300ER Аэрофлота, названный в честь Чехова. Даже в чистой зоне, не знаю почему, все выглядят приятнее, чем Б. В прошлом видео я убедился, что есть рейс в Геленджик, а в этом видео убедился, что есть рейс в Сухум. Его выполняет авиакомпания iFly. Пришел обратно к ресторану Новиков и съел мои сырники, так как они были готовы. Кстати, я только 2 дня назад прилетел из Санкт-Петербурга. Тут есть бизнес-зал Альфа Онли, который доступен только держателям карт Альфа-банка. Кстати, раньше он назывался Лисицкий, когда-то его успели переименовать. А тут есть бизнес-зал Шагал, в который, кстати, можно попасть только на лифтах. Выход на посадку 130, он находится на нижнем этаже, значит, будет посадка через автобус. На нижнем этаже, как и в терминале Б, расположились 4 выхода на посадку, а также одно кафе. Вот и мой выход на посадку, мимо которого уже сидят сотрудники в ожидании посадки. Началась посадка. Мы зашли в автобус, и я увидела Airbus A330 Аэрофлота, который назван в честь Осипа Мандельштама. Нас, как и на прошлом рейсе, конечно же, повезли на дальнюю стоянку. Вышел из автобуса и увидел борт, на котором я полечу. Это Airbus A321-200. Наконец-то я захожу на борт. В салоне 1 салон бизнес-класса и 2 салона экономического. В кармашке все как и на прошлом рейсе. Инструкция по безопасности, пакет, если станет плохо, бортовой журнал авиакомпании, инструкция по подключению к Wi-Fi и магазин SkyShop. Уф, это было тяжело сказать. Посадка продолжалась не так долго. Подголовник в кресле регулируется еще вот в эту сторону. Интересно, так получилось или так и было? В салон громко загружали багаж. Вышел на связь капитан. Сказал, что его зовут Михаил Бабушкин. Поблагодарил всех за выбор авиакомпании Аэрофлот и сказал, что время в полете до Стамбула составит 4 часа 20 минут. Дальше мы начали запускаться. Выпустили закрылки, что вы видите на экране. Провели тест элементов оборудования самолета и начали руление. Кстати, в этот раз, мне кажется, не было того звука при запуске двигателей А320, 321, 319, который был в прошлом полете из Санкт-Петербурга в Москву. В этом месте мой самолет уже рулил в прошлом видео из Москвы в Санкт-Петербург. Но при этом мы сейчас рулим на полосу не 06, а полосу номер 24, то есть взлетать мы будем в другую сторону. А также откроется вид на подмосковный город Химки. Мы медленно прорулили мимо терминала С, а затем терминала Б и рабочего ряда самолетов России. В какой-то момент наш самолет остановился, и мимо нас вдалеке проехал Аэроэкспресс. Ну как же самолет может проиграть Аэроэкспрессу? Эй, командир, поднажми!
Ну и наконец-то мы поехали на взлет. Взлетать будем не с самого начала полосы, а если я не ошибаюсь, с рулежной дорожки Браво-6. Это совершенно безопасно, так как пилот использует условия веса, погоды и так далее. Ну и вот он, город, который называется Химки. Сделали поворот и полетели в сторону города Тамбов. На этом рейсе табло «Пристегнитесь ремни» погасло достаточно быстро. В туалете все стандартно, как на всех рейсах Аэрофлота. Спустя примерно час после взлета бортпроводники начали обслуживание. На горячее был выбор между блинами, кашей или, по-моему, омлетом. Также была шоколадка, джем, йогурт, булочка вместо круассана и также какая-то утренняя нарезка. Как вы думаете, вот такая картина выглядит, как будто я ничего не ел? Тем временем мы пролетаем над горами Кавказа. Скажите, если вам видно их, потому что при монтаже мне их видно, но вам может быть не видно. Как и на всех рейсах Аэрофлота, на борту есть крутая система развлечений. Тут есть даже аудиогиды для разных городов. Посмотрю в журнале Аэрофлота, не изменился ли их парк самолетов, а то мало ли что. Да нет, все такое же, 6 типов самолетов и одинаковое количество. Оставшееся время полета почти все пассажиры спали, а вот как выглядит вентиляция самолета. Начали снижение. Бортпроводники объявили, что через 20 минут мы произведем посадку в аэропорту Стамбула. Начали подлетать к турецкому побережью. В шорт я выложу, как зажглось табло «Пристегните ремни», ведь я поймал этот кадр на камеру. При заходе на посадку в аэропорту Стамбула самолеты сначала летят над азиатской частью к морю, а потом делают разворот и летят над европейской. Сейчас мы летим над азиатской. А вот уже и видно Средиземное море. Теперь мы делаем разворот в сторону европейской части. Правда, плохо видно все из-за облаков. Мы пролетали над какой-то стройкой. Судя по всему, тут строились жилые дома. При посадке в новом аэропорту Стамбула всегда кажется, что ты пролетишь взлетно-посадочную полосу. На самом деле это просто взлетно-посадочная полоса расположена так далеко. А расположена она так далеко, потому что самолету надо еще пролететь над рулежной дорожкой. А вдруг там будет рулить самолет? Посадка была достаточно мягкая. Произвели посадку в международном аэропорту Стамбула. Вдалеке видно здание компании Turkish Technic, которая обслуживает самолеты Turkish Airlines и Turkish Cargo. По-моему, здесь, в Стамбуле, руление было быстрее, чем в Москве. Но сейчас оно кажется таким быстрым, потому что я поставил видео на таймлапс. В какой-то момент на рулении мы остановились. Вышел на связь капитан и объявил то, что мы ждем освобождения нашей стоянки. Постояли минут 5, ну и потом наконец-то поехали. А вот теперь скорость руления была медленной. Когда самолет остановился, мы постояли минуту 3. Загорелись кнопки вызова бортпроводника, это значит, что дверь уже открыта. При этом потом мы еще стояли минут 5. Поставили нас к телетрапу, по-моему, к выходу D1. Хоть у меня сегодня трансфер, все равно мне надо выйти в зону прилета, а потом уже оттуда пойти на контроль и в чистую зону, потому что я лечу 2 разными авиакомпаниями. Поскольку аэропорт в Стамбуле огромный, надо очень долго идти до зоны паспортного контроля. На паспортном контроле же большая очередь, но двигается быстро. Потом еще один бесконечный коридор и выход в зону выдачи багажа, где где-то 35 лент. Ну все, первая часть этого видео на этом закончена. Если вы спросите, зачем я говорю, что закончилась первая часть, я отвечу, что сильно не знаю. Но вообще это для того, чтобы было удобно монтировать. Теперь идем на этаж выше, ведь именно там находятся стойки регистрации. Как во многих больших аэропортах, здесь зоны регистрации разделены буквами. Даже у самой Turkish Airlines есть разные буквы для разных вылетов. Мой рейс регистрируется на буквах Е и Ф. О, в Турции тоже есть контроль на входе. Не знал об этом раньше. В каждой зоне стояли сотрудники и регулировали очередь.
После регистрации контроль безопасности. Есть обычный контроль, а есть контроль для семьи. Мы, конечно же, семья. Ошибся. Сначала не контроль безопасности, а паспортный контроль, а уже только потом контроль безопасности. Ну и после контроля выход в чистую зону аэропорта. И тут можно обойти duty-free. Не так, как в большинстве международных аэропортов. Аэропорт Стамбула огромный, один из самых больших в мире. Выглянул в одно из гигантских панорамных окон и увидел борт, на котором я полечу. Он прилетел из Газиантепа, и поэтому его не поставили под телетрап. Но потом его туда поставят. Кстати, борт стоит у того же гейта, куда я и прилетел, у гейта D1. Теперь посмотрим самолеты. Стоит борт Turkish Airlines, за ним 737 Аэрофлота, который прилетел из Москвы, а на заднем плане Airbus A220 Air Baltic. А с другой стороны 777 Turkish Airlines, который готовится вылететь в Токио аэропорт Нарита, а слева от него борт EasyJet. Началась посадка, но очереди в телетрапе не было. Но она появилась в конце телетрапа, но быстро начала двигаться. В салоне 4 ряда шикарного бизнес-класса, а весь остальной салон отдан под экономический класс. Пора сесть на мое место. В каждом кресле есть собственный монитор с системой развлечений, потом я покажу. А в кармашке кресел только инструкция по безопасности и пакет, если станет плохо. В системе развлечений много языков, в том числе и русский. Внутри также много фильмов. И на русском тоже есть. Инструкцию по безопасности демонстрировали в виде видео. Вскоре после окончания посадки нас начали буксировать. Во время буксировки мы уже запустили один двигатель, и когда нас отбуксировали, нам оставалось запустить только один. Из-за такого большого размера аэропорта руление заняло где-то 10-15 минут. В конце руления мы вырулили на полосу номер 36 и практически без остановки начали взлет. Практически сразу после взлета мы начали делать поворот направо. Это сделано из-за того, что в Стамбуле сейчас действует такая система взлета, где 3 самолета взлетают одновременно. Ну а уже после начали делать поворот налево и уже полетели в сторону Мюнхена. В полете в салоне горело мое любимое освещение Sky Interior. Набор еды на рейсе был сытным. Правда, мне уже не досталось выбора между пастой или курицей, только паста. В туалете лучше, чем в Аэрофлоте, но все равно все стандартно. А если его не закрывать, то все будет синим. Загрузка на этом рейсе была практически полная. В полете я все время смотрел интерактивную карту. Начали снижение. Вышел на связь капитан и объявил, что в Мюнхене температура плюс 17 градусов и идет небольшой дождь. По-моему, дождя не было. Может, он был, пока мы летели над облаками. Но когда мы садились, он уже точно прекратился. Посадка была достаточно мягкая. Ну, в смысле мягкая для Боинга 737. Так, не очень. Сразу после посадки в салоне включилось освещение и заиграла музыка Turkish Airlines. Почему-то терминал ремонтировался. И нас поставили не к терминалу Люфтганза или Стар Альянса, а к другому терминалу. Хотя вроде Turkish Airlines входит в Стар Альянс. Или уже нет. Высадка на этом рейсе была достаточно быстрой, не так, как в Аэрофлоте. Этот терминал не Стар Альянса напомнил мне какой-то мини-терминал. А дальше на выдачу багажа и в город. В Мюнхене мы жили в отеле. Вот, показываю, как выглядит наш номер. Еще первый раз в столе вижу выключатели. Ой, а это розетки. Еще удивительней. А вот что это за озеро и почему я здесь, вы узнаете уже в следующем видео. Спасибо большое, что вы посмотрели это видео. Надеюсь, оно вам понравилось.